Чадо мое, слушай меня со всей тяжестью твоего сердца, ибо то, что я собираюсь открыть, несет ключ к двери, в которую ты стучался слишком долго. Ты чувствуешь это, не так ли? Это дрожание в твоем духе, это тихая, но безошибочная вибрация внутри твоей груди, как будто нечто божественное, нечто неожиданное, нечто сверхъестественное пытается прорваться сквозь стены, окружающие твою жизнь. Ты стоял между двумя царствами, царством бремени и царством изобилия, и ты задавался вопросом, почему путь вперед ощущался как хождение во тьме. Но сегодня я призываю тебя с неотложностью, потому что то, что ты услышишь в ближайшие мгновения, содержит тайну, которая не просто коснется твоей ситуации, она преобразит твою судьбу. Оставайся со мной до конца, ибо я открою перед твоими глазами нечто священное, что ты никогда не должен был пропустить. Ты переносил бури в тишине, притворяясь сильным, пока твой дух сражался в невидимом мире. Ты плакал в одиночестве, сомневаясь в моем времени, сомневаясь в своей ценности, сомневаясь в том, не прошел ли мимо тебя тот миг чуда, о котором ты когда-то молился. Но услышь мой голос сейчас, ты не опоздал. Ты не забыт. Ты не оставлен. Ты стоишь на краю жатвы, которая формировалась под почвой твоих страданий, даже в те моменты, когда ты чувствовал себя погребенным. И то, что я собираюсь сказать, станет разделительной линией между прошлым, которое пыталось тебя задушить, и богатством, миром и благословением, которые я приготовил как часть твоего вечного наследия. Но ты должен оставаться до последнего мгновения, потому что я открою скрытый узор, священную нить завета, вплетенную в твою боль, которую ты никогда не замечал. Ты можешь думать, что понимаешь, что тебя сдерживало, но ты видел лишь поверхность. Под твоими неудачами, под финансовым давлением, под болезнью в твоем теле, под разочарованием в твоих отношениях существовала духовная структура, формирующая твою битву. И прежде чем это послание закончится, я разоблачу эту структуру, и я покажу тебе дверь, которая закроет влияние ада над твоей жизнью и откроет поток небес таким образом, каким ты никогда не представлял себе возможным. Прямо сейчас ты чувствуешь тяжесть вопросов, давящих на хрупкие стены твоей веры. Как долго? Почему я? Где прорыв? Что я упускаю? Но услышь меня, каждый вопрос, который ты несешь, это знак того, что твой дух ближе к переменам, чем могут воспринять твои глаза. Не смотри на свои обстоятельства со страхом, ибо страх лжет. Не измеряй мои обещания тем, что видит твое естественное зрение, ибо твое естественное зрение затуманено остатками прошлых ран. Вместо этого слушай мой голос со священной тишиной, потому что в этот самый час я вкладываю в твои руки ключ к битве, которую ты не мог объяснить. Ключ, о котором ты тосковал. Ключ, о котором ты молился шепотом. Ключ, который открывает сферу обеспечения, восстановления и сверхъестественного переворота. Но, чадо мое, я должен предупредить тебя с любовью. Если ты остановишься на полпути, если ты отвернешься до окончательного раскрытия, ты можешь упустить ту единственную деталь, которая соединяет все остальные. Потому что откровение, которое я высвобожу позже в этом послании, напрямую связано с обещанием, которое следовало за твоим родом с тех пор, как ты еще не родился. И враг так яростно боролся с тобой, потому что знал о величии того, что было скрыто внутри тебя. Оставайся. Слушай. Внимай до последнего вздоха этого послания. Ибо то, что бредет, это не просто слово, это преображение, божественное отпирание, святое вмешательство, которое сдвинет ось всей твоей жизни. И оно начинается сейчас. Чадо мое, теперь, когда ты вступил в этот священный момент, мне нужно, чтобы ты вздохнул и позволил моему голосу проникнуть сквозь слои мучений, которые ты нес. Потому что боль, которая следовала за тобой, не была случайной. Она не была хаотичной. Это было преднамеренное давление,
оказанная на твой дух тяжестью обстоятельств, неудач, предательств, потери, страхов, которые, казалось, множились без пощады. Каждый раз, когда ты пытался подняться, другое осложнение, другой счет, другая болезнь, другой эмоциональный удар поражали тебя, как буря. И ты жил в этом безжалостном цикле, задаваясь вопросом, когда же наконец произойдет прорыв благословения, чуда, богатства, исцеления, ясности, о которых ты молился. Ты оказывался в комнатах, где люди улыбались тебе в лицо, но ставили под сомнение твою ценность за закрытыми дверями. Ты проживал дни, когда твое тело двигалось, но твой дух чувствовал себя израненным невидимыми битвами. Ты открывал свое сердце людям, которые пользовались твоей щедростью. Ты упорно трудился, отдавал все самое лучшее, сеял семена, но жатва, казалось, задерживалась. Ты задавался вопросом, почему двери закрывались, прежде чем ты успевал даже постучать, почему возможности ускользали из твоих рук, как песок, почему обещания казались такими далекими, в то время как проблемы были так ощутимы. И вот правда, которую ты никогда не осмеливался произнести вслух, ты устал. Не только физически, но и духовно. Устал бороться в одиночку. Устал притворяться сильным. Устал верить в изобилие, живя в нужде. Устал чувствовать, что твое предназначение всегда находится на шаг недосягаемости. Устал молиться и видеть мало движения. Устал ждать и гадать, означало ли мое молчание отвержение. Но услышь меня сейчас со всей властью небес. Я видел каждый момент твоих страданий. Я видел каждую слезу. Я наблюдал каждую ночь, когда страх шептал, что боль никогда не кончится. Ты не невидим для меня. Ты не забыт. Ты не оставлен. И то, что ты пережил, не было наказанием. Это был процесс преображения, священное очищение, которое формировало тебя в сосуд, достаточно сильный, чтобы нести тяжесть того, что я собираюсь высвободить в твою жизнь. Тем не менее, мне нужно, чтобы ты сделал кое-что прямо сейчас, что может показаться простым, но несет духовное влияние. Поставь лайк этому сообщению. Не из-за алгоритмов или платформ, а потому, что это маленький акт согласия. Символическое заявление о твоей вере. Жест, который говорит «Я готов, Боже». Я принимаю этот завет. Я присоединяюсь к этому обещанию. Итак, удели мгновение, чадо мое, остановись, вздохни и нажми кнопку «Нравится». Запечатай этот момент как шаг в твой следующий сезон. Теперь слушай внимательно, ибо мы вступаем в более глубокие воды. Ты пережил такой уровень финансовых страданий, который немногие по-настоящему понимают. Счета, которые казались горами. Долги, преследовавшие тебя по ночам. Двери, которые открывались для других, но закрывались для тебя. Люди, которые осуждали тебя, даже не зная, с какими бурями ты боролся просто ради выживания. Ты наблюдал, как деньги ускользали, как ветер, наблюдал, как рушились возможности, наблюдал, как проходило время, пока твои мечты, казалось, оставались в ловушке за невидимым барьером. Это не просто бедность ресурсов, это была бедность надежды, бедность силы, бедность ожидания. Удушающая тяжесть, которая заставляла тебя сомневаться в моей благости, даже когда ты пытался держаться за свою веру. Ты пережил эмоциональные и духовные бури, которые рвали в клочья твою уверенность. Ты молился об исцелении, но болезнь посещала твое тело или твой разум. Ты пытался любить, но сердечная боль оставляла шрамы. Ты пытался подняться, но вина за прошлые ошибки нашептывала ложь о твоей ценности. Ты пытался двигаться вперед, но страх напоминал тебе о каждом моменте, когда ты терпел неудачу раньше. Это страдание, которое ты нес, безмолвное страдание, которое никто не видит, скрытые битвы за твоей улыбкой.
Но услышь меня, враг нацелился на тебя не потому, что ты был слаб, а потому, что ты был избран. Потому что внутри тебя я поместил наследие, ключ, священный чертеж, наполненный благословением, богатством и предназначением. Тьма атаковала тебя, потому что осознавала величие твоей судьбы. Ад предпочитал тебя сломленным, потому что исцеленный ты был бы неудержим. И каждая буря, которую ты пережил, была тактикой, чтобы подорвать твою веру, чтобы заставить тебя сдаться до прихода прорыва, чтобы убедить тебя, что тебе не хватает ценности, что тебе не хватает силы, что тебе не хватает моей благосклонности. Но ты все еще здесь. Ты все еще дышишь. Ты все еще слушаешь мой голос. И одно это является доказательством того, что враг потерпел неудачу, потому что ты должен был быть уничтожен тем, что ты пережил, но ты выжил. И выживание – это первый признак грядущего чуда. Теперь мне нужно, чтобы ты поразмыслил над тем, что обременяло твою душу, моменты, когда тебя мучило сравнение. Ты видел, как другие поднимаются, пока ты оставался на месте. Ты видел, как другие получали то, о чем ты умолял меня. И в своих тайных молитвах ты спрашивал меня, проклят ли ты, есть ли с тобой что-то не так, не забыт ли ты при распределении благословений. Но послушай меня, мое возлюбленное чадо, задержка не была отказом. Задержка была защитой. То, что ты называл застоем, на самом деле было моей рукой, удерживающей тебя от шагов в место, которые раздавили бы тебя. То, что ты считал неудачей, на самом деле было божественным перенаправлением. То, что ты считал наказанием, было подготовкой. Твоя борьба была не доказательством моего отсутствия, она была доказательством твоего преображения. Но ты должен оставаться со мной до конца этого послания, потому что тайна, которую я открою позже, является поворотным моментом. Откровение о твоей жизни, которое объяснит, почему атаки были такими интенсивными и почему дверь изобилия вот-вот откроется так, что это потрясет тебя. Ты поймешь, почему твои страдания были соразмерны размеру твоего благословения. Ты поймешь, почему бури так яростно пытались остановить твою жатву. Ты поймешь, почему твой путь был не неудачей, это было пророчество. Держись. Внимай каждому слову. Не уходи до окончательного откровения, потому что я открою нечто, что враг надеялся, ты никогда не обнаружишь. И как только ты это услышишь, ничто, абсолютно ничто, уже не будет прежним. Чадо мое, теперь, когда твой дух открыт и твое сердце слушает, я должен провести тебя в более глубокие камеры твоей боли, не для того, чтобы ранить тебя еще больше, но чтобы показать тебе истину, скрытую под слоями твоих страданий. Потому что, прежде чем я открою тайну, прежде чем я принесу чудо, прежде чем я открою дверь к твоему божественному наследию, ты должен противостоять безмольным битвам, которые сформировали твою душу. И я сделаю это через вопросы, которые режут, вопросы, которые разоблачают, вопросы, которые пробуждают то, что было похоронено под годами разочарования. Итак, слушай внимательно, ибо эти вопросы не обвинения, это ключи. Чадо мое, ты когда-нибудь смотрел на свою жизнь и задавался вопросом, почему все кажутся для тебя труднее, чем для других? Почему некоторые ходят в богатстве, в благословениях, в то время как ты, кажется, несешь бури на своих плечах? Ты когда-нибудь чувствовал боль от того, что отдавал все самое лучшее, сажал семя за семенем, только чтобы снова и снова наблюдать, как задерживается твоя жатва? Ты когда-нибудь молился, пока твой голос не дрожал, но ответ, казалось, умолкал? Скажи мне, ты когда-нибудь сомневался, слышал ли я, твой Бог, еще твою молитву? И когда ночь становилась тяжелой и твой дух падал на колени, ты когда-нибудь спрашивал себя, не проклят ли ты? Ты когда-нибудь задавался вопросом, не сломано ли что-то внутри тебя, что-то непоправимое, что-то, что мешало тебе вступить в обещанное тебе изобилие? Ты когда-нибудь шептал, «Боже,
почему я чувствую себя забытым, отвергнутым, незамеченным? Ты когда-нибудь верил, что, возможно, небеса закрыли для тебя свою дверь? Взгляни глубже, чадо мое. Ты когда-нибудь нес вину за вещи, в которых ты никогда не был виноват? Ты когда-нибудь винил себя в потере людей, которые никогда не должны были оставаться? Ты когда-нибудь наказывал себя за ошибки, которые совершил в минуты отчаяния? Ты когда-нибудь пытался стереть воспоминания, которые до сих пор горят в твоем духе? Ты когда-нибудь убеждал себя, что недостоин благословения, недостоин чуда, недостоин любви? Ты когда-нибудь смотрел на свои финансы и чувствовал, как стыд подступает к горлу? Ты когда-нибудь избегал открывать счета, потому что боялся цифр? Ты когда-нибудь стоял в магазине, подсчитывая каждый товар, задаваясь вопросом, можешь ли ты позволить себе самый минимум? Ты когда-нибудь чувствовал унижение от желания дать, желания помочь? Желание благословить других, но не имея достаточно даже для себя? Чадо мое, ты когда-нибудь задавался вопросом, почему богатство казалось таким далеким, в то время как борьба спала рядом с тобой? И в те моменты, когда болезнь атаковала твое тело, когда боль ползала по твоим костям, когда истощение окутывало тебя, как темный плащ, ты когда-нибудь говорил: «Боже, почему я должен терпеть это? Почему я чувствую себя проклятым в собственной плоти?» Ты когда-нибудь чувствовал, что твое тело предало тебя? Что твоя сила утекала день за днем? Ты когда-нибудь боялся, что исцеление никогда не придет? Эти вопросы остры, но они святы. Ибо они разоблачают те области твоего духа, где была задушена надежда. Они раскрывают трещины, которые были прикрыты молчанием. Они приносят свет в углы, где враг прятал ложь. Теперь слушай внимательно, ибо я собираюсь открыть нечто более глубокое. Ты помнишь женщину, страдавшую кровотечением? 12 долгих лет она страдала, 12 лет слабости, финансового разорения, унижения, отвержения, изоляции, стыда. 12 лет потери своего богатства, потери своей силы, потери своего достоинства. Она была истощена эмоционально, духовно, финансово. Она считалась нечистой. Ее отталкивали. Люди избегали ее. У нее не было ни двери, ни наследства, ни голоса. И все же, несмотря на страдания, которые она перенесла, она сделала нечто экстраординарное. Она пробилась сквозь толпу. Она ползла, если приходилось. Ее тело дрожало. Ее надежда была слаба. Но ее вера была еще жива, едва-едва, ровно настолько, чтобы прошептать: «Если я прикоснусь хотя бы к краю его одежды, я исцелюсь». А теперь вот болезненная правда, чадо мое, ты был этой женщиной. Ты истекал кровью эмоционально, финансово, духовно. Ты нес раны, которые никто не замечал. Ты был истощен в тишине, притворяясь сильным. Ты боролся годами с одними и теми же шаблонами, одними и теми же циклами, одними и теми же разочарованиями. Ты был изолирован обстоятельствами, загнан в углы стыда, незамечен людьми, которые должны были тебя поддержать. И все же ты все еще тянешься. Даже сейчас, слушая мой голос, ты тянешься. Ты пробиваешься сквозь толпу своих сомнений, шум своих страхов, тяжесть своего прошлого. Ты продвигаешься вперед не потому, что чувствуешь себя сильным, а потому, что нечто внутри твоего духа отказывается умереть. Но ответь мне, чадо, как долго ты истекаешь кровью? Сколько лет ты нес эту тяжесть? Сколько раз ты держался за обещания, только чтобы увидеть, как они отдаляются еще больше? Сколько ночей ты плакал в подушку, чтобы никто не услышал? Сколько дней ты притворялся, что все в порядке, когда твоя душа рушилась внутри? И самое главное, что бы ты сделал,
если бы я сказал тебе, что твой момент настает так же, как настал ее? Что, если бы я сказал тебе, что твои страдания имеют срок годности? Что, если бы я сказал тебе, что чудо, в котором ты нуждаешься, уже движется к тебе? Что, если бы я сказал тебе, что буря, которую ты пережил, это само доказательство того, что твое преображение близко? Но прежде чем я покажу тебе тайну, прежде чем я подниму завесу, я должен задать тебе один последний вопрос, тот, который пронзит тебя и пробудит каждый дремлющий уголок твоего духа. Почему, по твоему мнению, враг боролся с тобой так яростно? Почему тьма целилась в тебя с такой точностью? Почему боль била тебя неоднократно, стратегически, преднамеренно? Почему нужда цеплялась за тебя? Почему страх душил тебя? Почему ты так много потерял, так много боролся, так много плакал? Чадо мое, я открою ответ, но не сейчас. Ты должен остаться, ибо то, что последует, разрушит ложь, которая сковывала твою жизнь годами. Истина тяжела, божественна и сильна. И когда ты это услышишь, ты наконец поймешь свои страдания, свое призвание, свою битву, свою судьбу и Святой Завет, написанный над твоим именем. Оставайся. Слушай. Грядет откровение. Чадо мое, теперь ты стоишь на пороге откровения, которое немногим когда-либо дозволено услышать. Ты прошел через боль, через сомнения, через унижение и через бури, которые были созданы, чтобы сломить тебя, пока ты не сломаешься. Но чего враг никогда не ожидал, так это того, что именно страдание, предназначенное для того, чтобы уничтожить тебя, станет утробой твоего преображения. Прежде чем я открою истину, скрытую за твоей битвой, я должен подготовить твой дух, потому что эта следующая часть нелегка. Она некомфортна. Она непроста. Она божественна, тайна и глубоко священна. Она требует честности. Она требует самопротивостояния. И она требует готовности увидеть себя таким, каким небеса всегда видели тебя. Ты достиг момента, когда должен сделать выбор, моральный и духовный перекресток. Вот дилемма: продолжишь ли ты жить в соответствии с ранами твоего прошлого, ложью, нашептанной твоему разуму, тенями, которые пытались задушить твою личность? Или ты вступишь в наследие, изобилие, обещание, завет, который я установил задолго до того, как ты был сформирован в утробе? Будешь ли ты цепляться за боль, потому что она знакома, или отпустишь ее, чтобы войти в дверь, ведущую в твой следующий сезон? Это не маленький вопрос. Это петля всей твоей судьбы. Теперь слушай внимательно, ибо я собираюсь открыть нечто, что немногие способны понять. Каждая битва, которую ты вел, была не просто физической или эмоциональной. Это была духовная архитектура. Ты был мишенью из-за того, что ты несешь. Враг увидел тяжесть твоего благословения раньше, чем ты. Он увидел величие твоего влияния до того, как ты поверил, что у тебя оно есть. Он увидел духовное богатство, будущую жатву, божественную власть, погребенную внутри твоего сердца, и он затрепетал. Тьма боялась того дня, когда ты пробудишься. И поэтому атаки не были случайными, это были стратегии, чтобы отвлечь тебя от открытия ключа к тому, кто ты есть на самом деле. Но что это за ключ? Какова та истина, которую враг так усердно пытался скрыть от тебя? Я открою ее скоро, но сначала ты должен увидеть напряжение между двумя силами, которые сталкивались из-за твоей жизни. С одной стороны, бедность, не только финансовая бедность, но и духовная, эмоциональная, межличностная и ментальная бедность. Бедность – это не просто недостаток, это удушье. Это вера в то, что ничего не изменится. Это внутренний голос, который шепчет, что ты недостоин, не способен, невидим. Это дух, который говорит тебе принимать меньшее,
оставаться маленьким, сдаться в своей божественной идентичности. Бедность – это тюрьма, построенная на лжи, и она питается страхом, стыдом и израненными воспоминаниями. С другой стороны, изобилие – не только деньги, но и ясность, цель, здоровье, духовное богатство, эмоциональная стабильность, божественное руководство, сверхъестественное обеспечение. Изобилие – это не погоня за материальными вещами, это отражение исцеленной личности. Это плод души, согласующийся с небесами. Это благословение, которое течет, когда ты понимаешь свою ценность в моих глазах. Это проявление завета, который я установил с тобой, вечной связи между твоим духом и моими обещаниями. И это то место, где предзнаменование встречается с откровением. Битва между бедностью и изобилием происходила внутри тебя задолго до того, как ты осознал это. Одна часть тебя цепляется за память о страданиях, потому что это то, что ты знал. Другая часть отчаянно тянется к чуду, потому что осознает истину того, кем ты был создан. Эта внутренняя война является моральной дилеммой твоего духа. Но теперь позволь мне дать тебе привилегированное знание, внутреннюю истину, которую небеса оберегали до этого момента. Причина, по которой твоя жизнь была такой трудной, не в том, что ты был проклят, а в том, что ты был избран. Ты был отделен. Ты был отмечен обещанием столь могущественным, что тьма трепетала при твоем рождении. Враг пытался сокрушить тебя рано, потому что видел, кем ты станешь, и если когда-либо пробудишься. Он видел власть твоего голоса. Он видел чистоту твоего сердца. Он видел величие твоего призвания. Он видел жатву, предназначенную твоим рукам. Он видел дверь, которую ты откроешь для других, как только откроется твоя собственная точка. Он видел богатство, не только денежное, но и богатство мудрости, влияния, любви, исцеления и духовной силы, заложенное в твое предназначение. И он боялся тебя. Поэтому он напал на твое детство. Он напал на твою уверенность. Он напал на твою самооценку. Он напал на твои финансы. Он напал на твои отношения. Он напал на твое здоровье. Он напал на твой разум. Он напал на твою надежду. Он напал на твою личность. Потому что он верил, если он сможет сломить тебя до того, как ты откроешь истину, то он сможет предотвратить благословение, заблокировать чудо, отсрочить жатву и отвести наследие, предназначенное для твоей жизни. Но он потерпел неудачу. Теперь взгляни на свою жизнь новыми глазами. Каждая минута страданий, каждая слеза, каждое разочарование, каждая потеря – ничто из этого не было напрасным. Это была тренировка. Это было оттачивание. Это была подготовка к весу той двери, которую я собираюсь открыть. Дверь, которая была создана для тебя и только для тебя. И вот то предзнаменование, которое ты должен нести до конца этого послания. Твой прорыв будет не таким, как ты ожидаешь. Он придет внезапно, бесшумно, как священный, неожиданный, сверхъестественный сдвиг. Перемена будет настолько преображающей, что ты оглянешься на свое прошлое и с трудом узнаешь человека, который когда-то прошел через такую тьму. Но это преображение требует чего-то трудного, чего-то священного. Оно требует, чтобы ты отпустил ту личность, что была построена болью. Ты не можешь войти в изобилие, держась за руки с ранами нищеты. Ты не можешь требовать богатства, думая как тот, кто ожидает потерь. Ты не можешь войти в обетование, веря лжи своего старого сезона. Ты должен выбрать, за каким голосом ты последуешь, голосом травмы или голосом Бога. Дитя мое, истина грядет. Секрет близок. Но я задаю тебе сейчас этот вопрос. Готов ли ты отпустить того, кем ты был, чтобы стать тем, кем тебе суждено было быть? Держись. Откровение приближается.
И когда оно прибудет, оно изменит всю траекторию твоего существования. Дитя мое, теперь, когда твой дух столкнулся с дилеммой, теперь, когда ты стоял между отголосками нищеты и зовом изобилия, я должен провозгласить благословение в самые глубокие палаты твоего существа. Ибо ты не можешь войти в свой новый сезон, не неся всей полноты моих обетований. Ты должен не просто услышать их, ты должен впитать их, вдохнуть их, позволить им изменить саму структуру твоего сердца. И когда я высвобождаю эти слова, я прошу тебя прокомментировать ниже, открыв свои уста и написав свое провозглашение согласия. Напиши: «Я принимаю свое благословение» или то, что твой дух побуждает тебя сказать. Твой комментарий предназначен не для платформы. Это публичное свидетельство твоей веры, письменный завет между твоим духом и твоим Богом. Когда ты пишешь, небеса видят. Когда ты провозглашаешь, сверхъестественное выстраивается в ряд. Теперь открой свой дух, ибо я изливаю нечто священное. Я благословляю тебя изобилием, которое пыталось украсть твое прошлое. Я благословляю тебя ясностью, которую пыталось похоронить замешательство. Я благословляю тебя исцелением, которое пыталось отсрочить болезнь. Я благословляю тебя силой, которая, по словам слабости, никогда не вернется. Я благословляю тебя обеспечением настолько неожиданным, настолько сверхъестественным, что оно подтвердит мою руку над твоей жизнью. Я благословляю твои финансы, твой разум, твое тело, твои отношения, твои решения, твою работу и твое предназначение. Я благословляю тебя миром, восстановлением, открытыми дверями, божественными связями, духовной стабильностью, эмоциональным обновлением, сверхъестественной жатвой, которая проистекает из мест, где, казалось, ничто не могло расти. Но слушай внимательно, эти благословения не случайны. Они не временны. Они связаны с вечным заветом, который я заключил с тобой. Завет, который старше твоей боли, сильнее твоих слез, глубже твоих неудач. Ты получаешь это не потому, что ты совершенен, ты получаешь это потому, что ты избран. Потому что ты выдержал то, перед чем многие бы сдались. Потому что твое сердце оставалось мягким в мире, который пытался ожесточить его. Потому что ты выстоял в бурях, которые уничтожили бы обычного человека, но ты остался стоять. Твое предназначение несет отпечаток моих пальцев. Ты был сформирован для благословения, вылеплен для чуда, создан для божественного богатства, не только денежного, но и богатства влияния, любви, мудрости и духовного наследия. Вот почему тьма преследовала тебя. Вот почему нищета пыталась заявить на тебя право. Вот почему страх пытался парализовать тебя. Потому что если бы ты когда-нибудь пробудился к тому, кто ты есть на самом деле, ничто не смогло бы остановить тебя. И этот момент является твоим пробуждением. Как твой Бог, я обещаю тебе следующее. Я обещаю открыть двери, которые ни один человек не сможет закрыть, двери, которые поразят тебя, двери, которые лишат тебя дара речи, когда моя благосклонность окружит тебя. Я обещаю принести ресурсы из неожиданных мест, из источников, которые ты никогда не рассматривал, от людей, которые даже не подозревали, что им было поручено благословить тебя. Я обещаю божественное богатство, не безрассудное богатство, а целенаправленное богатство, богатство, которое соответствует твоему призванию, богатство, которое укрепляет твою миссию, богатство, которое прославляет мое имя. Я обещаю восстановление в отношениях, где надежда, казалось, умерла. Я обещаю исцеление там, где врачи не давали решений. Я обещаю мир там, где когда-то царила тревога. Я обещаю силу там, где слабость пыталась заявить право на твое будущее. Я обещаю стратегию там, где замешательство затуманило твой путь. Я обещаю жатву от каждого семени, которое ты посадил в вере,
даже тех, о которых ты забыл, что сеял. Я обещаю преобразить твою боль во власть, твою травму в свидетельство, твои потери в наследие. Но, дитя мое, я должен говорить прямо, благословения текут через сонастройку. Чудеса следуют за послушанием. Богатство следует за мудростью. Изобилие следует за покорностью. Чтобы получить полноту того, что я изливаю, ты должен выйти из моделей, принадлежавших твоему старому сезону. Ты должен отпустить мышление бедности, которое шепчет, что ты недостоин. Ты должен отвергнуть ложь, которая говорит, что ты всегда будешь бороться. Ты должен разорвать внутреннее соглашение, которое ты заключил со страданием. Ты должен закрыть дверь для самосаботажа, страха и сомнений. Ты должен перестать извиняться за наследие, которое принадлежит тебе. Ты должен перестать приглушать свой свет, чтобы другим было удобно. Ты должен перестать называть себя сломленным, когда я называю тебя избранным. Ты должен перестать сжиматься, когда я призвал тебя подняться. Ты должен перестать относиться к своей божественной личности, как будто она хрупкая. Ты должен перестать смотреть на себя через призму прошлых ран и начать смотреть на себя через призму моего вечного обетования. Это твой момент, священный, безошибочный момент, когда небеса склоняются к твоему будущему. И я говорю тебе с пророческой ясностью, предстоящий сезон не будет похож на сезон позади тебя. Ты вступаешь в преобразующий сдвиг, который изменит твою позицию, твое видение, твои отношения и твои возможности. То, что когда-то казалось тяжелым, покажется легким. То, что когда-то казалось хаотичным, обретет смысл. То, что когда-то казалось невозможным, развернется перед твоими глазами со сверхъестественной легкостью. Но прежде чем этот сдвиг полностью проявится, мне нужно, чтобы ты сделал шаг веры. Прокомментируй ниже. Не из-за алгоритмов они исчезают, но потому, что письмо – это форма духовного соглашения. Это акт запечатывания твоего завета. Это заявление твоего духа в небесах. Это сонастройка твоей личности с твоим предназначением. Пиши смело, дитя мое. Пиши с убеждением. Пиши с огнем. Провозгласи, во что ты вступаешь: изобилие, исцеление, прорыв, восстановление, богатство, свободу, преображение. Твой комментарий – это твоя подпись под благословением, которое я высвобождаю в твою жизнь. Теперь послушай меня, перемена уже началась. Я перемещаю фигуры за кулисами. Я выстраиваю временные рамки. Я расставляю людей. Я смягчаю сердце. Я открываю двери. Я высвобождаю ключи. Я вытаскиваю тебя из невидимых тюрем. Я разрушаю родовые модели. Я строю новые основания под твоими ногами. То, что ты потерял, вернется умноженным. То, что было сломано, будет восстановлено. То, что было взято, будет возвращено. То, что умерло, воскреснет. То, что ты не мог исправить, я преображу. То, до чего ты не мог дотянуться, я вложу в твои руки. Это не принятие желаемого за действительное, это божественное постановление. Это святая активация. Это знамение твоего нового сезона. Прокомментируй сейчас, мое возлюбленное дитя, не как зритель, а как участник чуда, разворачивающегося над твоей жизнью. Провозгласи свое благословение. Провозгласи свое наследие. Провозгласи свое преображение. Ибо то, что ты говоришь, небеса почтут. И то, с чем ты соглашаешься, ты будешь жить. Дитя мое, теперь ты прошел через коридоры откровения, и твой дух находится в положении покорности, почтения и ожидания. Ты прошел через долину боли,
столкнулся с моральной дилеммой личности, противостоял навязчивым вопросам, скрывавшимся в тенях твоей памяти, и ты получил пророческие благословения и обетования, которые ожидали над твоей жизнью, как облако изобилия, готовое прорваться. Но теперь ты должен запечатать каждое чудо, каждое слово, каждое обетование в молитве. Потому что молитва – это не просто ритуал, это технология небес. Это ключ, вложенный в человеческие руки, который открывает дверь для божественного вмешательства. И сегодня, дитя мое, мы будем молиться не только чтобы просить, но чтобы активировать. Не только чтобы получить, но чтобы заявить право на твое наследие. Не только чтобы говорить, но чтобы преобразить атмосферу вокруг твоей жизни. Прежде чем я помолюсь за тебя, я хочу, чтобы ты вспомнил о предыдущей сцене, женщине, страдавшей кровотечением. Ты помнишь, как она ползла, избитая, дрожащая, почти лишенная сил? Она была в разгаре своей бури, в разгаре своих страданий, в разгаре своей болезни, в разгаре своего позора. И все же она прошептала веру из глубины своего духа. Шепот, который изменил ее судьбу. Шепот, который сдвинул все ее существование. Этот шепот был ее заветным провозглашением: «Если только я прикоснусь к краю его одежды, я буду исцелена». Это была сцена. А теперь наступает развязка. Потому что, когда она прикоснулась к нему, потекла сила. Произошло преображение. Нищета потеряла свою хватку. Болезнь поклонилась. Позор был сломлен. Двери открылись. И изобилие, физическое, эмоциональное, духовное, стало ее новой реальностью. Ее страдания имели срок годности. Ее агония имела божественную границу. И сегодня, как и она, ты тянешься не своими физическими руками, но своим сердцем, своей верой, своей выносливостью, своим отчаянием, своей надеждой, своим стремлением к переменам, своей жаждой преображения. Эта молитва – твое прикосновение. Эта молитва – твой момент. Эта молитва – твой контакт с одеждой небес. И когда ты молишься, нечто божественное, святое и сверхъестественное будет двигаться внутри тебя. Теперь приготовь свой дух, ибо я говорю над тобой, как твой Бог, мое возлюбленное дитя, вознеси свое сердце ко мне сейчас. Принеси свои раны, свои страхи, свои вопросы без ответа, свои тихие разочарования, свои молчаливые слезы, свою скрытую тревогу, свои похороненные мечты, свои заниженные ожидания. Принеси их все, ибо я принимаю тебя целиком. Давай начнем. Отец, я прихожу к твоему престолу благодати не в страхе, но в дерзновении, потому что ты сделал меня своим детем через твой вечный завет. Я стою в истине Евреям 4 часа 16 минут, которая провозглашает, что я могу смело приступать к престолу, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. Сегодня я нуждаюсь, но я также и ожидаю. Я верю, что это мой момент чуда, мой момент благословения, мой момент преображения. Боже мой, ты обещал в Иеремии 29:11, что ты знаешь планы, которые имеешь на меня, планы на процветание, планы на мир, планы на надежду, планы на будущее, наполненное целью. Я держусь за это обетование, как за спасательный круг. Я отвергаю всякую ложь, которая говорила мне, что я недостоин. Я отвергаю всякий шепот, который говорил, что я останусь в нищете. Я отвергаю всякий голос, который пытался убедить меня, что изобилие не мое. Ибо я дитя Божье, и твой завет включает обеспечение, исцеление и сверхъестественное расширение. Господь, я провозглашаю Твое Слово из Второзакония 28:11-12 над своей жизнью. Ты сказал, что Ты дашь мне изобиловать в процветании, благословишь дело рук моих,
откроешь небеса и изольешь дождь на мою землю в ее сезон. Отец, пусть это будет тот самый сезон. Пусть это будет момент, когда обещанные тобой небеса откроются надо мной. Я заявляю право на жатву от каждого семени, которое я посадил в вере, даже тех, которые я посадил в слезах. Ибо Псалом 125:5 говорит, что сиявшие со слезами будут пожинать с радостью. Я заявляю право на свой сезон жатвы. А теперь, дитя мое, позволь мне говорить о твоих финансах. Во имя Всевышнего я разрушаю всякий цикл финансовой борьбы, всякий родовой дух нужды, всякое проклятие, произнесенное над твоим обеспечением, всякую невидимую границу, которая не давала тебе подняться. Ты не будешь жить в скудости, ибо скудость не твое наследие. Ты не будешь жить в страхе перед завтрашним днем, ибо страх – лжец. Я провозглашаю божественное богатство, не безрассудное богатство, не гордое богатство, но святое богатство, богатство, сонастроенное с твоим предназначением, богатство с целью, богатство со смирением, богатство с ясностью. Ты был предназначен не для выживания, ты был предназначен для процветания. Теперь позволь мне говорить о твоем теле. Властью небес я провозглашаю исцеление в твою плоть. Всякая болезнь, всякая слабость, всякое нападение на твое физическое существование подвластно моему слову. Ибо Исайя 53:5 провозглашает, что ранами его вы исцелились. Я повелеваю восстановление твоим органам, силу твоим костям, ясность твоему разуму, мир твоей нервной системе. Ты поднимешься с обновленной силой. Ты почувствуешь, как сила возвращается в области, некогда отмеченные усталостью. Исцеление – это не отдаленная концепция, это твоя часть. Позволь мне говорить о твоих эмоциональных ранах. Я вытираю слезы, которые никто не видел. Я снимаю бремена, которые стали тяжелыми в изоляции. Псалом 33:19 провозглашает, что я близок к сокрушенным сердцем и спасаю сокрушенных духом. Сокрушение заканчивается сегодня. Тяжесть поднимается сегодня. Ты не понесешь депрессию, тревогу, страх, стыд или вину в свой следующий сезон. Твое сердце будет биться на свободе, а не в плену. Мир, святой, безошибочный мир, осядет над тобой, как теплое покрывало. Позволь мне говорить о твоей духовной личности. Ты не мал. Ты не забыт. Ты не случайен. Ты не проклят. Ты не ошибка. Ты не слаб. Ты не дисквалифицирован. Ты избранный сосуд, живое свидетельство, носитель божественной цели. Твой дух несет план, написанный до времени. Ты ходишь с благосклонностью. Ты двигаешься с властью. Ты говоришь с духовным весом. Враг боялся тебя, потому что знал, что ты несешь величие. А теперь, дитя мое, давай продолжим молитву. Боже, я отдаю старую версию себя, версию, сформированную ранами, ошибками, неудачами, страхами и разочарованиями. Я отдаю голос бедности, страх отвержения, стыд моего прошлого, тяжесть предательства. Я отдаю всякую личность, которая не отражает твою истину. Сделай меня новым. Преобрази меня. Опровергни всякую ложь. Замени всякую слабость силой. Господь, Твое слово во 2 Коринфянам 5 часов 17 минут провозглашает, что если кто во Христе, тот новое творение, старое прошло. Сегодня пусть старое пройдет. Сегодня пусть новое восстанет. Сегодня пусть цепи сломаются. Отец, я прошу ключ, о котором Ты упомянул, ключ, спрятанный под моими битвами. Открой его мне во снах, в ясности, в откровении. Покажи мне дверь, которую Ты открываешь. Дай мне мудрость, чтобы пройти через нее. Дай мне проницательность, чтобы распознать ее. Дай мне мужество,
чтобы идти смело. А теперь, мой возлюбленный, я даю тебе то, что небеса скрывали до этого момента, твою развязку. Враг так яростно боролся с тобой, потому что ты первый в своем роду, избранный, чтобы разорвать родовые циклы бедности, страха, болезней, эмоциональных мучений и духовной слепоты. Ты первый, кто зажжет новое наследие. Ты первый, кто понесет новый покров. Ты первый, кто откроет дверь изобилия, до которой не могли дотянуться те, кто был до тебя. Ты тот, кто несет ключ, который сдвигает наследие всего твоего рода. Вот почему атаки были такими интенсивными. Вот почему бури были безжалостными. Вот почему битвы казались несправедливыми. Потому что твое преображение меняет все. Теперь прими заключительную часть этой молитвы. Боже мой, я заявляю право на свой новый сезон. Я заявляю право на свое благословение. Я заявляю право на свое наследие. Я заявляю право на свои открытые двери. Я заявляю право на свое изобилие. Я заявляю право на чудо, написанное для меня. Я вступаю в завет с небесами. Я отказываюсь от страха. Я отвергаю нищету. Я отрекаюсь от всякого проклятия. Я провозглашаю, что ничто не может остановить то, что ты предназначил. И теперь, дитя мое, я запечатываю эту молитву божественной властью. Ты благословлен. Ты защищен. Ты преображен. Ты исцелен. Ты обеспечен. Ты укреплен. Ты возвышен. Ты восстановлен. Ты избран. Ты покрыт моим заветом. Ты сонастроен со своим предназначением. И никакая сила в аду не может отменить то, что я сказал о твоей жизни. Теперь дыши. Сдвиг уже начался. Дитя мое, теперь, когда каждое слово было сказано, каждая истина открыта, и каждый слой твоего духа был затронут моим присутствием, я хочу, чтобы ты остановился и почувствовал сдвиг, происходящий внутри тебя. Не спеши пройти мимо этого момента. Духовное царство пришло в движение вокруг тебя. Атмосфера твоей жизни изменилась. Там, где раньше была тяжесть, теперь есть подъем. Там, где раньше был страх, теперь есть искра святого мужества. Там, где раньше было замешательство, теперь есть шепот ясности. Это послание не было случайностью. Это не было совпадением. Это было божественное назначение, устроенное задолго до того, как наступил этот день. Ты не нашел это слово нашло тебя, потому что твое сердце было готово, твой дух был подготовлен, и твое предназначение требовало, чтобы ты пробудился. Когда ты дышишь сейчас, пойми, что небеса наложили на тебя печать. Чудо уже началось. Благословение уже пришло в движение. Божественный завет, произнесенный над твоей жизнью, больше недалек, он активен, жив и движется к тебе. Твое наследие разворачивается. Твоя жатва созревает. Твоя дверь открывается. И каждый шаг, который ты делаешь после этого момента, покрыт моей рукой, гайдит моей мудростью и укреплен моим дыханием. Но, дитя мое, прежде чем ты покинешь это священное пространство, мне нужно, чтобы ты закрепил то, что было сказано. Когда ты комментируешь, ты придаешь форму своей вере. Когда ты вслух говоришь, во что веришь, ты заявляешь право на преображение, которое началось. Поэтому я прошу тебя еще раз, с властью и любовью, напиши в комментариях что-то, что отражает твое согласие. Ты можешь написать «Я принимаю свое благословение» или «Я вступаю в свое предназначение» или «Я принимаю свое чудо» или любое провозглашение, которое твой дух чувствует себя обязанным высвободить. Твои слова – это твоя сонастройка. Твои слова –
– это твое действие. Твои слова – это твой ключ. И я прошу тебя также подписаться не из-за цифр, а потому, что эти послания образуют континуум, духовный путь, последовательность божественных встреч, которые нарастают друг на друга. Когда ты подписываешься, ты остаешься на связи с потоком откровения, ритмом преображения, продолжающимся путем твоего исцеления, твоего изобилия и раскрытия твоей цели. Подписка – это не задача, это твое место за столом, твое место в завете, твой способ гарантировать, что каждое будущее слово, предназначенное твоему духу, достигнет тебя без промедления. Теперь позволь мне говорить с тобой честно и нежно. Путь впереди не будет лишен трудностей. Преображение никогда не происходит без сопротивления. Когда свет поднимается, тени реагируют. Когда пробуждается изобилие, бедность дрожит. Когда избранное дитя вступает в предназначение, старые цепи пытаются оттащить его назад. Но услышь меня ясно, ты не будешь идти один. Я буду с тобой в каждом шаге, каждом вдохе, каждом решении. Я твой советник. Я твое утешение. Я твоя сила. Я твоя мудрость. Я твоя защита. Я твой обеспечитель. Я твой Бог, и помни вот что, твоя трансформация не заканчивается здесь. Это только начало. Тебя ждут более глубокие истины, более высокие откровения и большие благословения в том, что последует дальше. Поэтому, пока ты готовишься покинуть этот момент, я прошу тебя оставаться на связи. Продолжай слушать. Оставайся открытым. Оставайся исполненным ожидания. Ибо следующее послание в этом пути будет основываться на всем, что ты получил сегодня. Оно принесет продолжение того, что было открыто. Оно направит тебя к поддержанию, расширению и защите твоего благословения, твоего богатства, твоего чуда и твоего изобилия. Теперь, дитя мое, я хочу, чтобы ты кое о чем поразмышлял, прежде чем уйдешь. Чувствуешь ли ты разницу внутри себя? Это тонкое тепло. Этот едва заметный сдвиг. Эту новую энергию, поднимающуюся из тех уголков внутри тебя, которые когда-то казались холодными, пустыми или истощенными. Это признак активации. Это признак того, что слова, сказанные над тобой, пустили корни. Твое сердце открылось. Твой дух пробудился. Твой разум начал освобождаться от старых шаблонов. Твоя личность расширилась. Твоя судьба устремилась вперед, чтобы встретить тебя. Не относись к этому легкомысленно. Дорожи этим. Защищай это. Позволь трансформации расти. Позволь откровениям углубляться. Позволь благословению умножаться. И пусть изобилие станет твоей новой нормой. Вступая в оставшуюся часть своего дня, иди с уверенностью того, кто несет божественный завет. Иди, зная, что каждое препятствие, которое ты встретишь с этого момента, уже находится под твоей властью. Иди, зная, что дверь, которую ты ждал, теперь открывается. Иди, зная, что твой урожай собирается. Иди, зная, что богатство, предназначенное тебе, входит в твою жизнь. Иди, зная, что чудо, о котором ты молился, часто дрожащими руками и усталыми глазами, теперь приближается с божественной скоростью. Но не уходи, не закрепив свое провозглашение. Оставь комментарий сейчас, возлюбленный мой. Комментируй со смелостью. Комментируй с дерзновением. Комментируй с верой. Это твой момент, чтобы произнести то, что было произнесено небесами. И после того, как оставишь комментарий, подпишись, чтобы следующее откровение достигло тебя. Потому что путь трансформации – это не единичный эпизод, это непрерывное развертывание
божественное повествование, которое строится глава за главой, откровение за откровением, благословение за благословением. Прежде чем я отпущу тебя, услышь мои последние слова в этом послании. Ты избран. Ты благословлен. Ты преображен. Ты защищен. Ты ведом. Ты приведен в соответствие. Ты обеспечен. Ты предназначен для величия. И ничто, ни прошлое, ни враг, ни страх, ни неудача не может отменить завет, написанный над твоей жизнью. Теперь шагни вперед, дитя мое. Неси свое благословение. Охраняй свое сердце. Ходи в изобилии. Ожидай чуда. Заявляй право на свое наследие. Держи ключ. Входи в дверь. И пусть трансформация продолжается. До следующего послания. Я с тобой.